Ребята, всем привет! Сегодняшняя серия будет посвящена сборке и окраске этой легендарной машины. Это самолет Ил-2 времен Второй мировой войны Советского Союза. И не просто самолет, а щелковский штурмовик. Это такая знаменитая легендарная машина. Так что купить вот такую модель вы сможете в магазине «Модельная лавка», а по промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, если вы заказываете не первый раз. А если в первый раз, то можете воспользоваться вот этим промокодом и получить скидку в 200 рублей. Итак, пошли смотреть, как я делала эту машину, а заодно послушать интересную историю про щелковских штурмовиков. Итак, начну с обзора коробки. И здесь очень классный и шикарный бокс-арт, изображающий настоящее поле битвы. Снега, какие-то дороги. И самое главное, что самолет летит и сбрасывает бомбы на вражеские танки. Скорее всего, это ПЗ-4. А также тут изображена полугусеничная зенитная установка. Явно зимний настоящий бой. Тоже горит какой-то танк. И сзади поддерживающий самолет точно такой же Ил-2, двухместный штурмовик 43-го года. С обратной стороны коробки встречает нас готовая модель. Из примечательного хочется сказать, что очень интересная декаль, которая представляет собой такой как бы рукописный шрифт. Интересно, что в наборе есть пилоты, раз и два, и стрелок, пилот и стрелок. И также тут очень здорово на данной модели передана такая вот фактура машины, которая реально воевала и летала, имеет какие-то следы копоти. Очень интересно. Сделана чисто художественная эта машина. Давайте смотреть, что там внутри. Кстати, по справке здесь все прекрасно. Хочу начать, наверное, с обзора вариантов окраски. Из примечательного хочется отметить, что здесь также показана схема окраски бомб и снарядов, а также есть три варианта окраски. Это вариант лета-весны 43-го года, когда самолет воевал на Курской дуге. Также вариант 44-го года весны, когда самолет воевал на Черноморском фронте. И Ленинградский фронт тоже 43-го года. Как раз таки вот он, щелковский штурмовик, что и на коробке. Так, и также хочется сразу открыть декаль. Она здесь довольно богатая. 48 масштаб, это довольно крупный, потому что модель будет размером, наверное, сантиметров 30. Вот крупный самолет. Так, декаль представляет из себя крупные звезды. И также вот щелковский штурмовик за Родину, за честь, за гвардию, номера. Интересно, что тут есть еще, как правильно назвать, такие ориентиры для пилота, для, видимо, стрельбы. Точно это чуть позже. А также здесь очень много разных технических надписей, типа «Не браться», «Детонаторы вложены». В общем, разные интересные надписи. Помимо всего прочего, есть еще какие-то вот, наверное, расстояния или давления. Не могу вам точно сказать, но какие-то инвентарные номера, детали. Интересно. Раньше я не наблюдала таких декалей в наборах самолетов. Вот так вот выглядит фонарь. Довольно чистый пластик, прозрачный. Единственное, его будет, наверное, очень сложно окрашивать, но части, которые нуждаются в окраске, сделали немножко матовыми. И, наверное, это упростит, и краска должна лечь лучше, чем на прозрачный пластик. Может быть, даже и маски не понадобятся, кто его знает. Так. А дальше идет фюзеляж самолета. По этой детали можно понять размер самолета, но он будет еще чуть больше, наверное. Нос и хвост увеличит. Также вот пилот. У пилота очень прилично отлито лицо для такого масштаба. Довольно-таки, чуть меньше 35-го. И надеюсь, этот пилот влезет в самолет. Например, в самолете Ла-5ФН, который я собирала в прошлом году, пилоту пришлось подрезать попу, чтобы он влез.
Надеюсь, здесь все подогнано идеально. Так, ну также вот видите, снаряды, бомбы. Все это довольно крупно. Крыло. Предлагается сборка с двигателя. Ну, наверное, это логично. И вокруг двигателя ты обустраиваешь самолет. Пилоты и стрелки. Да, действительно, два варианта сборки с шасси и без. Собственно, вот такая сборка. Давайте приступать. А начала я со сборки двигателя и фюзеляжа, и модель очень легко собирается и особых напрягов не вызывает. Единственная сложность – это вопрос, как делить ее на подсборки, чтобы удобнее было красить. Пока опыта в строительстве самолетов у меня не так много, и наверняка при работе над этой моделью я могу совершить массу ошибок, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И правильная последовательность в работе не всегда гарантирует качественный результат. Я буду полагаться на интуицию, тем более, что это мой 4-й или 5-й самолет в карьере моделиста и 2-й в 48-м масштабе. Первый подобный самолет я собрала совсем недавно. Это был истребитель Сейба в 48-м масштабе. Видео уже есть на канале, так что ищите его по ссылочке в описании. Мне нравится разнообразие в моделизме. Сегодня ты делаешь танк, а завтра истребитель, а послезавтра огромный корабль, а потом берешься вообще за диораму. Так что не стоит себя ограничивать одной тематикой, ведь вы же не смотрите исключительно одни комедии, иногда им нужны триллер или детектив. Тем более моя цель – это пропаганда моделизма, и я хочу показать все его разнообразие. Кстати, о разнообразии. Я почти закончила работу над ледоколом Арктика и надеюсь, что следующее видео выйдет с ним. Но это не факт, а чтобы не пропускать подобные видео, обязательно проверьте, подписаны ли вы на меня. Я собираю 2 половинки фюзеляжа, не окрасив кокпит, и на это есть 2 причины. В целом я могу окрасить кокпит в сборе, я его сделаю закрытым и мелких деталей не будет видно. А во-вторых, у меня есть вопросы к стыку 2 половин фюзеляжа. Его, скорее всего, придется шпаклевать и подкрашивать не один раз. Кстати, хочу вам посоветовать мой 2-й канал «Даша Техник», и там я углубляюсь в историю техники и показываю исторические машины вживую. Переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь живой историей. Любопытен прототип, над которым я работаю. На фюзеляже виднеется надпись «Щелковский штурмовик», и очевидно, этот самолет каким-то образом связан с подмосковным городом Щелково. 15-й гвардейский Невский авиаполк был укомплектован машинами, построенными на деньги жителей города Щелково. И обратите внимание, насколько население Советского Союза стремилось хоть как-то, хоть бы на капельку приблизить победу. Коллектив химзавода за 2 дня собрал 250 тысяч рублей на постройку эскадрильи самолетов «Щелковец». 257 тысяч рублей внесли трудящиеся радиолампового завода на постройку боевых самолетов. Коллектив детских яслей номер 2 внес 16 500 рублей личных сбережений на постройку авиаэскадрильи. Коллектив фабрики внес на постройку танков и самолетов 210 тысяч рублей. Щелковский промкомбинат собрал 195 тысяч рублей на постройку самолетов. Вот такие денежные патриотические вклады стояли в начале щелковского штурмовика. Люди инвестировали в победу. Замечательная машина Ил-2. Их за войну было выпущено 36 тысяч. Штурмовики наводили страх на немцев. Их отважная и точная работа на низких высотах наносила огромные потери вражеской технике. Двигатель в 1720 лошадиных сил позволял развивать скорость в 400 км в час и уходить на высоту в 6 км, а вооружение, состоящее из 2 23 мм пушек и 2 пулеметов 7,62 мм, а также крупнокалиберный пулемет 12,7 мм и почти 1000 кг бомб, превращали самолет в настоящий летающий танк. Полеты на Ил-2 были, конечно, рисковые и для самолета, и для летчика, но эти штурмовики очень любили летчики. Впервые о щелковском штурмовике рассказала районная газета «Коммунист». На имя городского комитета партии было получено письмо от одной из гвардейских авиационных частей, в котором рассказывается, как воюют гвардейцы на самолетах «Щелковский штурмовик», построенных на средства трудящихся Щелковского района. И вот что говорится в этом письме. Зимой гвардейцы получили новенькие самолеты. На длинных белых фюзеляжах Илов четко виднелись надписи «Щелковский штурмовик». «Ого, пришли москвичи», — говорили летчики. «Нарубим фрицев на этих машинах». И самолеты быстро пошли в дело. Они участвовали в разгроме вражеских аэродромов, налетали на фашистские дальнобойные батареи, жгли воинские эшелоны врага и истребляли проклятую немчуру.
Также приклеиваю стойки шасси, и это было ошибкой. Лучше было бы их оставить не собранными до покраски нижней части фюзеляжа. Еще минус этого набора — это то, что если вы захотите сделать самолет с открытым капотом, а потом вдруг передумаете, то сделать уже будет это нельзя. Таков конструктив модели. Штурмовики-гвардейцы любовно ухаживают и берегут илы, построенные на средства трудящихся Щелковского района. Но на всех вновь прибывших в 15-й гвардейский Невский авиаполк 277-й штурмовой авиадивизии самолетов не хватило. За новыми штурмовиками, построенными на средства жителей города Щелково, пришлось лететь на подмосковный аэродром. А вот здесь я ставлю крылья на свои места, и это делается довольно просто, тут даже клей не нужен. А вот здесь я наношу шпаклевку, так как на собранной модели отлично виден шов посредине фюзеляжа. Наношу шпаклевку, зачищаю шов и проделываю эту процедуру, пока не добьюсь удовлетворительного результата. Хотя после окраски, если приглядеться, шов виден, но хотя бы не бросается в глаза. Теперь, когда все стыки зачищены, настало время грунтовать модель, и делаю я это грунтом Атомо желтого цвета. Черный у меня закончился, а купить новый черный я нигде не смогла в нужный момент. И теперь я буду довольствоваться желтым. Он тоже подойдет, особенно под зеленую технику. Грунт пахнет, так что советую окрасочную камеру. А красочная камера у меня появилась новая от фирмы Мачете, и найти такую же вы сможете по ссылке в описании. А старая красочная камера поедет на дачу на мое второе рабочее место. Теперь окрашу винт и кок винта в черный цвет согласно инструкции. Поскольку грунт у меня не черного цвета, то мне нужно сделать пришейдинг, чтобы выделить грани, но заранее скажу, что получится это у меня не очень. Все-таки мне проще высветлять модель уже по черному грунту. А после пришейдинга я окрашиваю нижнюю поверхность фюзеляжа. И тут я использую небесно-голубой цвет от Pacific. Но с цветом я тут явно не угадала. Все-таки низ самолета должен быть более белесого оттенка. Для дальнейшей работы я окрашу из аэрографа внутреннюю часть кокпита. И тут я использую светло-серый акрил от Pacific.
Вручную я прокрашу штурвал, сиденье пилота и приборную панель, а также еще несколько мелких деталей. Также я окрашу то, на чем сидит стрелок, и назвать это сиденьем никак не получится. Скорее всего, это гамак. В общем, очень жуткие условия работы. Вы только представьте, вы летите задом наперед, вокруг разрываются снаряды от зениток, постоянно на хвосте немецкие самолеты, а ты еще сидишь непонятно на чем. Благодаря моделизму можно проникнуться героизму и самопожертвованию наших предков. А теперь мелкая работа. Мне нужно наклеить маски на фонарь. Кстати, по предзаказу Ил-2 от модельной лавки можно было приобрести подобные маски на фонарь кабины. А теперь начинается сложная работа. Мне нужно спрятать окрашенную нижнюю часть самолета. И делаю я это малярным скотчем. Тут нужна некоторая усидчивость и немножко аккуратности, ну и запас времени. Обратите внимание, я использую чертежные лекала для создания характерной формы окраски зеленого цвета. И это некая сложная фигура типа экспоненты. Ведь это что-то из алгебры, верно? А еще я так делаю не на первой своей модели. А еще Ил-2 – это второй мой советский самолет на канале. Пару лет назад я делала истребитель Ла-5ФН, так что тоже переходите по ссылочке в описании на это видео сразу после просмотра работы над Ил-2. В комментариях вы можете прочитать, что я сделала не так на том самолете. А вот тут я задуваю в базовый защитный цвет верхнюю часть самолета Ил-2 и даже пытаюсь немножко поиграть с высветлением, но последующий камуфляж прячет все мои потуги.
А теперь настал черед масок уже для камуфляжа. Я не буду точно повторять камуфляж прототипа, я возьму его как референс. Вроде после окраски паттерн оказался похож на советский камуфляж. В предыдущем видео про L5FN основным недочетом была именно схема камуфляжа, которую я взяла с потолка, за что получила обоснованную критику. И я учусь моделизму и стараюсь сделать каждую модель чуточку лучше, так что давайте учиться вместе. И да, лучше не всегда получается, и ведь это нормально. Задуваю в черный цвет камуфляжные пятна. А теперь очень залипательный момент. Я снимаю окрасочные маски. Я помолчу, а вы наслаждайтесь процессом. Вот так вот выглядит мой Ил-2, и я вполне довольна процессом и результатом. А теперь настало время ручной работы. Мне надо окрасить в серо-черный цвет выхлопные патрубки, а в черный цвет двигатель, раз уж я сделала его открытым.
Также окрашу в светло-серый цвет стойки шасси, и при ручной работе я использую краски от ICM. Краски от Pacific 88 серии Aero слишком жидкие для этого, а краски ICM шикарно подходят для работы кистью. Они стоят недорого, тем более это полный аналог красок от Vallejo. Покрою модель глянцевым лаком, и на этой работе он меня подвел, дал шагрень, и это обидно. А вот тут я использую коричневую смывку и выделяю рельеф. Большие плоские поверхности немножко скучны, и их надо как-то разнообразить. Перевожу декали на свое место. Тут очень много звезд. И, конечно же, я располагаю на свое место знаменитую надпись «Щелковский штурмовик». А еще я за кадром нанесла большое количество технических надписей, и звезда положила их очень много в этот набор. После нанесения декалей я покрываю модель полуглянцевым лаком. Все-таки самолеты немножко блестели. А вот тут черным пигментом от Zip я коптю выхлопные патрубки. Думаю, даже если двигатель запускался один раз, он должен оставлять подобные следы. Ну и напоследок я нанесу на модель антенну. И на этот раз я буду делать ее не из собственного волоса, как на L5FN, а из эластичной прозрачной нити диаметром 0,2 мм. Она упругая, и в отличие от обычной ниточки, ее будет удобно натягивать, и провисать впоследствии она не будет. После того, как клей высох и нить хорошо закреплена, я покрашу ее в черный цвет. Ура, моя модель готова, и в принципе я довольна результатом, но есть куда стремиться. И вот такая у меня получилась модель, так что не забывайте подписываться, ставить лайки. И также хочу большое сказать вам спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Так что до новых встреч, пока-пока.